Друзья, всем привет! Сегодня мы загнали ROX Адамас на вершину горы. Но как мы это сделали, вы узнаете из сегодняшнего выпуска. А также мы расскажем вам, чем отличается Адамас от 01. Поехали! Итак, друзья, что же такое ROX Адамас? Кстати, обратите внимание на надпись ROX. Раньше эта машина называлась Диши, Polarstone, кто-то называл ее Polystone. Теперь все, забываем про все названия ROX Адамас. Многие подумают, что это просто красивая спецверсия от ROX 01, но не спешите с выводами. Начнем с того, что бросается в глаза. Во-первых, по габаритам. Машины полностью идентичны, но у Адамаса появился новый цвет – золотой. А еще новый цвет салона – фиолетовый. Также появился новый дизайн диска – звездное сияние. Если в старой версии ROX 01 был только один доводчик на багажнике, то сейчас все 5 дверей оснащены электродоводчиками. И это, друзья, решение одного из главных минусов ROX 01. Как вы помните из наших обзоров, закрываются двери здесь ужасно. Вот они, не закрываются. Между прочим, у меня здесь установлены доводчики, но они кустарные. И я уже 2 раза ездил ремонтировать их. С завода будет надежнее. Электромоторы в обеих машинах остались те же самые. Без изменений. А вот изменились ДВС, а вернее генератор изменился. Если в ROX 01 стоял надежный, но простой генератор с КПД в 40,5%, то в Адамас инженеры пошли дальше и установили новый двигатель, работающий по циклу Миллера с тепловым КПД 42%. Конечно, у многих появляется вопрос, а что с расходом? Друзья, вот на этих 2 машинах мы ездили практически одинаково. На этом и на этом, на ROX 01 и на Адамасе. Бортовой компьютер показывает у нас одинаковое расстояние, 86 километров с момента последней заправки. Так вот, Адамас потратил 10,8 литров на сотню, ROX 01 11,3 литра на сотню. Да, возможно, это стиль вождения. Где-то может быть более агрессивный, где-то нет. Но, тем не менее, разница такая есть, небольшая. Но по ощущениям примерно все то же самое. Теперь по батарейке. Тройная литиевая батарея как в ROX 01, так и в Адамасе. То же самое. Но Адамас сейчас на китайском рынке идет только с маленькой батарейкой на 44,5 киловатт-часов. Но если вам нужна расширенная версия, то на экспорт они поставляют все-таки версию с увеличенной батарейкой на 58,4 киловатт-часов. Сейчас на экспорт вы можете получить версию у Адамаса 2.3.2. То есть с диваном посередине. Следующее отличие в подвеске. В ROX 01 спереди двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка, а вот в Адамас они добавили к этому всему пневму с ходом 140 мм. И вот благодаря пневме у него появился так называемый Escape Mode, то есть режим избегания какой-то западни. Наверное, он поможет нам сегодня в песках, когда мы будем загонять его. Вместо обычных резиновых стайлинг-блоков, которые стояли в ROX 01, теперь в Адамасе стоят гидравлические компоненты от Vibra-Acoustic. По заявлению, машина будет проходить ямы мягко и тихо. Давайте это протестируем. А сейчас мы сделаем замер на шумоизоляцию. 60 из 100. Поехали. А теперь 100 км в час. Ну что, друзья, я не знаю, что там покажет цифры. Вот табличка наша. По ощущениям, примерно тот же самый уровень, что у ROX 01. Где-то в среднем должно быть там. По ощущениям все то же самое, но слабое место у ROX – это скорость свыше 120 км в час. Вот там шумоизоляция, конечно, все. То есть этот форм-фактор квадратный, он дает о себе знать на скорости 120 км в час. Улучшили кресло второго ряда в 6-местной версии. Теперь в них появилась функция так называемой Zero Gravity с углом наклона спинки до 150 градусов. Также появилась выдвижная подставка для ног. Не для моих ног, правда. Антон, для твоих. Ну-ка, садись. Не-не-не, я тоже не помещаюсь. В смысле не помещаешься? Сразу тебе скажу, что здесь комфортно в движении. Такие кресла можно использовать только детям. Сядь. Взрослым нет. Я хочу посмотреть на тебя. Да. Помещаешься ты прекрасно. Чё ну, ты? а мы же все вместе не сядем. Ехать, да, ехать невозможно так.
То есть, либо дети у меня вот так легли хорошо, вот они вот так раз, поджались, у меня жена расположилась, да, все здорово было. Поэтому для детей либо только на парковке. Ну, это во всех таких машинах. Уяк. Да, то есть они вот делают почему-то, китайские производители, Zero Gravity именно здесь. Почему не вот там, где это было бы комфортно, Как есть непонятно. на некоторых автомобилях. Да, да. Но вот почему-то они считают, что вот здесь оно должно это быть. Слушай, ну и еще занесли сюда холодильник, термобокс точнее. Есть и подогрев, и есть охлаждение. Но вот до минуса, кстати, не так уж и много. Нету минус чего-то там, просто 0 градусов. То есть не минус 10, уже до минус 1 даже не зайдешь. Не заморозишь ничего, да. И вот удобная такая штука. Да, вот эта фича классная. Это хорошо, это мне Выдвигающаяся. понравилось. Вообще здесь комфортно, согласен. Но, я повторюсь, никогда бы не взял бы себе именно такую версию шестиместную, если бы я ездил бы постоянно там в полной загрузке. Мы поехали с путешествия с семьей, забирали когда этот автомобиль. Что по итогу? Я в тот багажник ничего не смог положить, мне пришлось разложить третий ряд. Только тогда у меня там поместились мои пожитки и, собственно, дети. Поэтому, если у вас семья небольшая, 4 человека, ну, имеет место быть. Что по массажу? Сколько баллов дашь? Он тут есть. Один? Серьезно? Массаж тут есть. Также прокачали потолочный телевизор. Его увеличили аж на 0,1 дюйм. Но это не главное. Теперь он показывает в 3К, и у него есть 5 регулировок положений, вместо 4, как было в 0,1. Ну и немаловажный факт – это безопасность. Здесь 8 подушек безопасности. Добавили боковые подушки на втором ряду. Ну а то, что я ждал от Адамаса, это обновленный автопилот. И он здесь есть. Вместо старых чипов теперь стоит мощный Horizon Journey 6M на 128 топс. Конечно, это не самый лучший показатель в классе, но тем не менее работает он уже гораздо увереннее. Разрешение передних камер увеличили до 8 мегапикселей. Это позволило внедрить полноценный автопилот Highway NOA. А для любителей кемпинга они улучшили V2L. Сейчас он выдает 220 вольт на 5,7 киловатт. А сейчас мы замерим ускорение ROX Adamas. Батарея 65%, бензин есть, спорт-режим, подвеска в спорте. Поехали! Тормозит он не как Зикр, конечно. Похуже. 5:38 секунд у нас в спорте получилось. То есть заявленные 5,5 секунд они оправдали. А вот в эко-режиме, в комфортном режиме, что более интересно, 6 секунд ускорения. Виталь, как тебе качество отделки по сравнению с ROX 01? По сравнению с нашими Polarstone, отделка здесь оставляет желать лучшего, к сожалению. Потому что я ожидал большего. Я был уверен, что я сяду прям в обновленную версию и будет классно. Очень приятные ambient вставочки. Это прям интересно, красиво сделано. Вместо кожзама, который в наших автомобилях, здесь какое-то пеновое покрытие. Из плюсов доработали материал крыши. Здесь они сделали такую микрофибру приятную. У нас же она там такой более дешевый материал. На люстру, обратите внимание, матовая стала она. Да. Ну, для меня все, что матовое, это как почему-то концепт. То есть, когда глянец какой-то, вот почему-то да. Мне вот люстра больше понравилась. Она, знаешь, такая, как будто бы на ней, во-первых, отпечатки пальцев не остаются. Да, И с как этим будто согласен. такая дорогая больше стала. Rox Polar, спасибо вам, друзья. Вы вообще молодцы, вы нас услышали. Вы добавили 50-ваттную зарядку сюда. Это что-то... С охлаждением. Зарядка очень мощная, мы замерили ее. Максимально показывает 1600 миллиампер. Друзья, такого мы еще не видели. То есть максимально у нас было где-то там 1300, это то, что мы видели максимум, здесь 1600. Ну, да, конечно, зарядку они на этот раз не пожалели. Я очень сильно расстроился, что они сделали вот такой селектор передач. Вот то, что у нас сейчас есть, это вот такой мужской скипетр, да, как вот ты вот Да? прям... Блин, мне не нравилось всегда. В держать Ливане, его. он же как в Ливане Да, такой да. же был, да. Здесь они сделали какой-то просто обычный игрульку. игрушечный. Вот эти вот стекла. Оно бьется, то есть ее нет, она не доводится здесь аккуратно, как на наших автомобилях. Вот и сами по себе стеклоподъемники, для меня вот этот вот форм-фактор, мне он не нравится. По звуку мне показалось то же самое, что разницы нету с ROX 01. Мне здесь немного не хватило вылета руля, когда я вот сажусь в своем любимом положении. То есть вот это вот положение, вот у меня все самое дальнее. И здесь, к сожалению, вылета руля не хватило. Ручка для открывания дверей. В целом, она до этого была здесь, внизу. Для меня это было крайне неудобно. Вот здесь. Ну, где-то здесь, да. Для меня это было неудобно. Они сейчас сделали
комфортное положение, привычное для всех людей. Но вот эту саму ручку они сделали какой-то миниатюрной, какой-то то ли пластик, то ли металл непонятный. Она стала такой маленькой, хлюпенькой, игрушечной. Вот. И Пластиковый, да. если сравнить, опять же, с нашим Роксом, то там прям такая плямба приятная. Пневмо придает, конечно, мягкости автомобилю, мягкости и упругости такой. Но все равно в любом случае это остался такой валкий автомобиль, который на поворотах кренит, очень сильно кренит, да. Здесь ничего такого нового не появилось. Это все такой же шаткий, валкий автомобиль, предназначенный, конечно, для таких длинных, комфортных путешествий. И вот такому шалкому, валкому автомобилю в путешествиях не хватало хорошего удержания в полосе. Про автопилот я уже ничего не говорю. И вот, друзья, и вот сейчас я включил, активировал, и он очень уверенно входит в повороты, он очень уверенно едет прямо. И вы знаете, давайте мы протестируем его на нашей тестовой трассе. Удержание в полосе – это было не самое лучшее место у Рокса. Об этом я говорил в обзоре, когда только я его получил. Это было очень прям так печально. Сейчас же, обратите внимание, он объезжает все близлежащие машины, но не умеет переезжать на встречную полосу. Вот так вот. То есть сейчас со временем у него гораздо улучшилось удержание в полосе. И сейчас мы едем по дороге, которая гораздо шире стандартной полосы, и он ее удерживает очень хорошо. То есть он видит правую и левую сторону, он взял серединку, он едет прям достаточно уверенно, ребят. Крутые повороты. Если он с ними справится, я, честно, очень сильно удивлюсь. Надежды мало, но вдруг случится чудо. Так, первый поворот мы проехали. И вот он, самый крутой поворот. Но здесь он точно не справится. Сейчас вылетит стопудово, смотрите, 90 градусов. Так, ну-ка. Друзья, это что происходит? Обалдеть! Честно, я в шоке. Я не знаю, мы не тестировали еще. Я очень сильно удивлен. Это просто удержание в полосе, которое будет работать в любой стране. В России, там, в Китае, везде просто. Это то, чего не хватало автомобилю для путешествий. И вот здесь, в ней, обязана быть хорошая функция удержания в полосе. И она сейчас появилась. Все вы видели, на что он способен там, на нашей сложной трассе. А здесь ехать одно удовольствие, друзья. Просто едешь и все. Так можно проехать весь Китай. Я бы с удовольствием проехал бы. Но, честно говоря, мой ROX 01 уже сейчас обновлен, и там функция удержания в полосе стала лучше. Она уже тоже уверенно держит дорогу, но только на длинных платных дорогах, на прямых, скажем так, да, с небольшими поворотами. Конечно, вот такие вот мелкие сельские дорожки он уже не вытягивает. А сейчас для сравнения давайте посмотрим удержание в полосе в ROX 01. Ну-ка, и вот здесь вот он справится или нет? Все, он вылетел. Он выключился, сказал: нет, я дальше не поеду на автопилоте. Ну и вот наши повороты. Давайте посмотрим, что будет у нас с ROX 01. Все. Все. Это все. Он даже пробовать не стал. Он сдался сразу. Подлокотник, до этого он был такой глубокий, утопленный туннель туда вниз. Сейчас он стал малюсеньким, ну, допустим, для документов максимум там еще что там, очки может положить. Туннель стал прям совсем миниатюрным. Я думаю, ни одна девочка сумку не положит. Из приятных бонусов добавили электроподножку. Также сделали, наконец-то, доводчики на двери. Ну, в принципе, то, что я в своем тюнинге это добавил. И все то же самое работает одинаково. За исключением открывания дверей. У меня оно стало более жестким, потому что замки обновились. Здесь оно мягенькое, приятное. Сидушка, друзья, здесь короче, чем в моем ROX 01. И поэтому здесь как бы сидеть на далекие расстояния, наверное, будет не так комфортно людям с длинными ногами. Это я бы отнес к минусу. Для сравнения давайте замерим ее с сидушкой на ROX 01. В Polar Stone 01, в моем,
Мне нравилась функция удлинения сидушки. Здесь ее нету. Версия Damas сидушка 50 сантиметров ровно, а вот в ROX 01 57 сантиметров, друзья. На 7 сантиметров аж. Вот. Вот. Настолько она длиннее. И вот это уже классная функция. То есть здесь я могу ее как уменьшить, так и увеличить. Обожаю это решение. Зачем убрали, непонятно. И вот оно то самое положение, мое любимое, да, в котором я люблю ездить. Из-за того, что вместо кожи здесь пенка, рука прилипает. И ехать в жару немного некомфортно. Какое-то, знаете, такое липкое, неприятное состояние такое. В ROX 01 там же все хорошо. По управляемости мне автомобиль нравится больше, чем ROX 01. Чуть-чуть. Ребят, пневма дала ему все-таки вот эту гибкость в настройке. С помощью смены режима движения вы можете подстраивать ее под себя. Поставили подвеску в спортивную, и у вас он такой более сжатый, более упругий, едет, его шатает, но дорогу вы чувствуете лучше. В комфортном положении у вас более приятное прохождение всяких неровностей. В общем, да, пневма дает, конечно, ему свои плюсы. Стал бы я менять свой ROX 01 на Damas из-за пневмы? Нет, друзья. Такой большой разницы кардинальной я не почувствовал. Если у вас нету еще автомобиля и вы думаете что-то приобрести, то тогда есть над чем подумать, но об этом мы поговорим позднее. Сейчас у нас версия с капитанскими креслами. Я считаю, для этого автомобиля эта версия совершенно не нужна. Это не тот автомобиль, который будет использоваться как автомобиль презентационный для встречи каких-то дорогих гостей, для перевозки их с одного места в другое. Там. Ну, то есть, как бы все-таки, на мой взгляд, вот наши версии — это самые идеальные версии для этого типа, для класса такого автомобиля. То есть, мы об этом поговорим еще в горах более подробно. Особо разницы, не знаю, с теми креслами в комфорте я не чувствую. Да, здесь есть массаж, здесь есть вентиляция, подогрев. В такой комплектации у нас третий ряд не трехместный, а двухместный по документам, да и по факту вообще. Если видели наш обзор на Polarstone 01, посмотрите, пожалуйста. Там мы втроем, я, Виталий, Антон, мы сидели комфортно на заднем третьем ряду. Здесь же двухместный задний ряд в такой комплектации. Давайте протестируем третий ряд. Сдвигается все быстро, одним нажатием, кнопки, все. Кресло сдвинулось, можно заходить. Слушай, блин, а кресла-то ниже стали? Как в детское Вообще, кресло посадили? Смотри, они какие низкие. Я сейчас вижу, что уже они сделали ниже зачем-то его, да, хотя тут места вон сколько, смотри, 2 кулака. 2! Даже я не достаю даже до стекла. 2 кулака я поставил. То есть для чего-то они сделали ее ниже. Давай сейчас мы посмотрим, какое расстояние у нас там. Давай. Здесь. И багажники сравним. Вот, друзья, вот это вот ROX 01. То есть обратите внимание, какая высота. Здесь уже нормально мы сидим. Есть еще место для третьего человека. Вот о чем я и говорил все это время. Да. Здесь получается вот 3 Да? полноценных. Да. Маленьких китайцев влезают. Так мы с Антохой сидели здесь. 2 китайца и Антоха. А мы что, 2 китайца? Багажники. Нам сначала показалось, что они разные. Но, сделав замеры, мы поняли, что все одинаково. Глубина 41 здесь, 41 там. Ширина 114 здесь, 114 там. Высота та же самая, одинаковая. Ну а сейчас самый нелюбимый тест для ROX 01 – это радиус разворота. Хотя почему самый? Не самый. Самый нелюбимый был у Леуана, моего первого автомобиля. Вот там радиус был ужасный. Здесь он не самый лучший, конечно же. Но хотя бы мы развернулись здесь. Радиус не маленький, давайте замерим, сколько он. 6 метров. Наверное, самое дальнее положение среди всех тестируемых здесь автомобилей. Слушайте, как будто бы у ROX 01 радиус меньше. Давайте замерим его. Здесь мы сделали пометку у Адамаса, и вот у нас ROX 01. Ну, на 5 сантиметров меньше. Диаметр меньше. А радиус получается на 2,5.
В общем, слушайте, мы сейчас едем, и вот переговариваемся все по связи, и у всех одна и та же мысль. Как они легко поднимаются в гору. Разницы нету. Что это ROX 01, что Адамас, вообще замечательно. Есть тут также функция, как и в ROX 01, автоматического подъема в гору. Для этого нужно зайти в режим ROX, так называемый, вот здесь вот. И вот он, режим автоматического преодоления препятствий. Машина в этом случае сама выбирает мощность, необходимую для подъема, там, да, либо для преодоления того или иного препятствия. Вот, то есть я сейчас не жму ни газ, машина сама аккуратно едет. Вот сейчас я хочу еще раз попытаться донести до вас назначение этой машины. Это не конкурент Лисяну, это не конкурент Леопарду. Это совершенно другая машина, друзья. Это машина для путешествий. И вот самая главная особенность ROX 01 или ROX Адамас – это то, что он заменяет автодом. Это компактный автодом. То, что не может предоставить вам любой другой автомобиль. Автомобиль, в котором вы можете спокойно ехать и жить. В наших выпусках про путешествия по Китаю мы вам об этом и рассказывали, и показывали все это. Как комфортно жить в этом автомобиле. То, что дает вам только автодом. Но автодом в силу своей конструктивной особенности ограничен как по проходимости, так и по местам, куда можно проехать. А здесь же вы, находясь в обычном городском кроссовере, можете получить прелести автодома. Режим ROX. Здесь мы видим угол наклона, крены, видим высоту нашей подвески, давление в шинах, и здесь настройка режимов движения, управления. В общем, все здесь есть. Сейчас мы находимся на 18-градусном уклоне, стоим, машина, при нажатии педали газа машина легко двигается, без всякой нагрузки. Здесь у нас играет тот факт, что это последовательный гибрид. То есть здесь бензогенератор, он не напрягается на таком подъеме. Он просто работает... Что случилось? Кого-то занесло? Поехали в горы, не взяли ни трос, ничего не взяли. Получается, минус 5000 юаней за бампера. Ваши ощущения? Прикольно же ж. Я камушек нашел. Там, короче, вот такая пропасть, а я вот такой камушек бросил. Оцениваем помощь Антона. Я думаю, что помощь Антохи вообще была прям неоценима. Кстати, хейтеры, которые там говорили про весь мой обвес, который отвалится спустя месяц, все на месте. И сейчас, если оно не отвалится, то все хорошо. Команда Пандавы победила. Парни, а зажигалку кто-нибудь взял? В смысле зажигалка, Виталь? Ты прикалываешься? Кто отвечает за шлаки, тому того и зажигалка должна быть. Я сначала подумал, а потом забыл. В общем, Нет, ты шутишь. я не шучу, я был уверен, что у нас есть зажигалка у всех у кого-нибудь. Все курящие, да? Да я там в бардачке кто-то там. Антох, скажи, что у тебя есть с собой. У меня есть электроплитка. Самое смешное, ребят, что мы не только забыли зажигалки, У нас оператора чуть не съела сейчас. Бабочка. Тут бабочки летают, все нормально. Не дай бог костер пнешь. Бабочка с гигантом тут летает. 4 часа. Да не ври. В общем, мы забыли мангал, зажигалку. Самое интересное, что мы думаем, ну ничего страшного, у нас же есть прикуриватель. А оказалось, что ни в Роксе 01, ни в Адамасе прикуривателя нету. Есть само гнездо для прикуривателя, а самого прикуривателя нету. Мы думаем, ладно, у Антона же есть плитка,
А у нас есть V2L, с помощью которой можно получить 220 вольт. Плитка. Плитка есть. V2L. Подключаем плитку V2L к Роксу 01. И у нас тухнет весь свет. И огоньки наши, которые все... Думаем, ну, наверное, у Антона плитка коротит. Антон говорит, не может такого быть, плитка рабочая. Чтобы моя плитка коротила? Да никогда, говорит Антон. Антон берет и идет к Адамасу. Он говорит, наверное, просто в вашем Роксе 01 слабый V2L, а в Адамасе он классный. Вставляет, значит, он в Адамас свою плитку. Она загорается, он говорит, ну я же говорил, что он слабый, ваш Рокс 01. Проходит 10 секунд, она тоже тухнет и все гаснет. И в какой-то момент я говорю, пацаны, а может все-таки у кого-то есть зажигалка? И тут Антон начинает... Гундеть, как обычно. Да! Да как так, значит, говорит Антон, ребята, вы путешественники на своих Polar Stone'ах и не возите с собой ни зажигалку, ни плитку, ни мангал. И тут ничего. Леха думает, как же так? И тут Леха начинает овладевать Задело. сомнения, да, его прям это взбесило. И Леха заходит в багажник, открывает свою кухню, и я нашел зажигалку. Ну, мы уже предварительно тут все подготовили, это все было готово. Нужен был только огонь. В итоге огонь есть. Мы сидим на природе, где-то на горе 325 метров, в тумане. Непонятно, куча жуков вокруг нас. Ну, хорошее настроение. Пойдемте покажу, где я сплю. Мое жилище. Будем надеяться, что я не улечу, как парапланеристы отсюда. Так, сейчас вам покажу, где спит Алексей. Спит он в своем Рокс 01. 7-местная комплектация. Всем знакомое уже спальное место. Да, так, у тебя какой-то матрасик хиленький. его просто не надавал. А, ты вот так вот, да, решил? Так, дальше мы пойдем к Виталию в гости. О, тут уже прям такой матрасик. Будь здоров. Виталий основательно подготовился. Вы же знаете, я не люблю не в комфорте спать. Вот сплю как могу в комфорте. Сейчас сериальчик посмотрю, спать. Ты еще и сериал решил посмотреть? По Ничего красоте. себе. Опять же есть, да, у тебя У меня всё все есть. дела. Хорошо. И последний у нас Адамас. К сожалению, 6-местная версия. И вот 6-местной версии, чтобы вы могли поспать, вам нужно первое пассажирское кресло опустить в ноль и сделать кровать между вторым и первым рядом. Так, чую, кофе пахнет. Что, кофе, что ли, у нас там есть? Чан, только будет тебе кофе. Твой любимый 3 в одном. Я сейчас на все согласен. Лишь бы горячее было. Размешай. Да, спасибо большое. И тепленькое. В руках ужас какой. Холодно, что ли? Холодно. Ну что, господа, время спуска. Здесь все легко и просто. Включаем режим гор, активируем режим спуска с горы. И все, и поехали. И машинка сама по себе будет катиться. Можно включить камеру, наблюдать, мало ли там какой-нибудь обрыв или что-нибудь еще. Система делает все сама. Это, конечно, плюс современных автомобилей. Вообще, конечно, благодаря пневме автомобиль вот небольшие неровности, там гребеночку какую-нибудь сглаживает гораздо лучше, нежели вот непосредственно 01. Ну, это вот на мелких, на гребеночке. Тур-тур-тур-тур-тур. А вот на больших ямах я бы, не сказал, что есть какая-то разница. Вообще, когда забрал Адамас и сел в него, у меня сразу же флешбэкнуло Аита М8. Тут такая же ущербная табуретка на водительском сиденье. Ну, это просто, я не понимаю, зачем они это сделали. Честно, нету удлинения сидушки, как есть в 01. Она вот какая-то вот маленькая, неполноценная для этого автомобиля. В этом автомобиле должен быть прям царский трон, а не вот эта вот табуретка. Я не понимаю, как можно было сделать из хорошего сиденья вот это вот. Я, если честно, не совсем понимаю концепцию Адамаса.
Вот в 01 концепция была прикольная, что у тебя travel автомобиль, он не городской, он для легкого, даже иногда хорошего такого бездорожья, не оффроуд, конечно, там адовый, но вот в целом вот 01 хорошо совсем справлялся. Здесь же они попытались шагнуть в люкс, но как будто бы неудачно. То есть с чем собираетесь соперничать? С L8, а по люксовости нет. Особенно с этой седухой точно нет. С чем? С L7, ну, уже все, уже мало. L8, L9. Дальше идет Denza в этой ценовой категории. То есть и много других автомобилей, которые в целом, как городской автомобиль, гораздо лучше, нежели Адамас. Друзья, разницы в клиренсе между Адамасом и ROX 01 нету, на первый взгляд. 24,5 сантиметра здесь и 24,5 сантиметра здесь. Но здесь эти 24,5 сантиметра с защитой днища, которая уже идет по умолчанию у него встроенная. А здесь 24,5 сантиметра без защиты. А вот на моем ROX 01, на который я установил защиту днища, там на 3 сантиметра меньше, чем у Адамаса. Но, друзья, как вы видите, здесь и здесь разница кардинальная. Сейчас мы на Адамас установили режим recovery или режим покидания какого-то сложного участка. Ну, наверное, это в песках, да, когда вы зарываетесь, то включаете escape mode, и тогда машина поднимается на 28,5 сантиметров. Вот сейчас у нас под батарейкой, под защитой 28,7, если быть точным, сантиметров. Представляете? А сейчас мы поедем на пески и протестируем эту особенность. Ну что, друзья, нашли мы наконец выезд на пески. Позакрывали здесь в Китае все просто выезды наши, которые мы вам показывали раньше в наших старых роликах. Вот один единственный нашли, но он очень сложный. Гораздо сложнее, чем те, которые были до этого. Обратите внимание, песок, он очень рыхлый и его много. Вот такие вот колеи глубокие. Видно, что машины проваливаются. Только что мы сейчас ехали, только что машину одну увозили на эвакуаторе отсюда. И вот проедет ли здесь наш ROX Адамас, я не знаю, честно говоря, страшно. Но мы сделаем ему такое испытание. Мы съезжаем по одной дороге, которая попроще. Съезжаем по ней, делаем круг и заезжаем по дороге, которая посложнее. Если мы на нее не заедем, тогда мы свернем и попытаемся вернуться обратно по простой дороге. В общем, я не знаю, что с этого выйдет, но давайте пробовать. Я не знаю, парни, как вы, а я пошел искать веревку. А я-то уже веревку нашел. О, Хорошую такую. слушай, похоже, тут она часто кому-то нужна. С крюком даже. Ничего себе. Антоха, вот молодец. Молодец, Антох. Ну, я бы поехал, конечно, по трешаку, прям вот так. Так, ну тут, короче, понятно. Изи катка. Режим песка. Режим песка. Подвеска сейчас на высшем положении, но не на escape моде. 235 миллиметров, да? 230. 230. Ну, я не знаю, ты как хочешь, поперек или вдоль? Командуй. Ну, давай тогда вот так вот и поперек попробуем, чтоб тут сесть сразу же. Чтобы здесь сразу... Выворачивай сесть. на меня руль. Погнали. Понятно. Неинтересно. Ладно, поехали по кругу вон там. Смотри, по кругу вот так вот. Вот. Давай, да. Короче, пока вообще на раз-два. О, уже что-то интересное происходит. Кажется, приехали. Ты говорил, телефон там где-то висел, да? А? Телефон спасателей там висит, Да, там для таких, для умных. Send мод включен. Ты на высшем положении? Send мод, давай тогда сейчас поставим escape мод. Escape мод, Что давай. делать? Поехали наверх. Так, Если мы сейчас и в этом режиме зароемся, то нам тогда конец.
Конец полный, да? Нам полный конец. Есть вариант сейчас подложить что-нибудь. Пойду за чем-нибудь. А тем временем служба спасателей Малибу приехали. Ну что, Escape мод, сейчас самое высокое положение. Смотрим. О, вот так, так, оп, 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 стоп, 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 стоп. Теперь все, да. Теперь без помощи друга не обойтись. В Escape моде мы сидим на брюхе, похоже. Ну, ребят, пески это на самом деле самое опасное здесь сесть на брюхо, потому что там уже никакая мощность вам не поможет, никакие режимы, ничего вас не спасет. Здесь мы очень быстро начали проваливаться. Я пытался разогнать его, пытался дать ему ускорение, дать ему инерции, но не получалось. Он прямо вот он проскальзывал, колеса у него как будто бы по воздуху крутились. И он, несмотря на песочный режим, был зарыл себя. Тут очень обманчивый песок, очень обманчивый песок. Он кажется мокрым, кажется твердым, но только попадает колеса, машина сразу проваливается. Какие-то зыбучие пески. У нас до этого никогда не было. Если помните, мы много раз снимали, как мы ездили по песку и на Поларе, и на разных других машинах. И всегда было классно. Здесь же это просто ужас какой-то. Сегодня надо было показать Recovery Mode. И мы его показали. Вон он, Recovery Mode, ходит, копает. Кепки. Настоящий Recovery Mode, вон он стоит, на горе. Только что спросили у водителя на том бейджине, сможет ли он тут проехать. Он такой, не-не-не. Я, говорит, не смогу. Ну вот посмотрим, что мы сейчас сможем. Лех, давай, давай, давай. Антоха, давай, газуй. Леха, давай, подтягивай. Давай, давай, давай. Не. Стой, стой. Друзья, в общем, что происходит? Застряли мы здесь плотно. Получается так, что куда здесь не заедь, везде какая-то магия просто происходит. Патовая. Да. Но за машину за одну он хочет с нас 800 юаней. Если придется вытаскивать 2, то это 1600. Но мы сейчас попытаемся сэкономить нам 800 юаней и попробуем, чтобы вот этот Polar Stone сам выехал, вылетел наверх. Виталь, 2 машины сколько стоят? Давай с ним 1200, договаривайся. Мы думали, что проехать сможем, но недаром здесь нет ни одной машины, не ездит. Ну хотя следы-то есть, да? Следы. Ну, в общем, очень коварный песок, очень-очень. У нас сегодняшний ролик не про ROX 01, а про ROX Adamas. Стоит ли его брать или нет? Сначала ехал, думаю, блин, а зачем его брать? Да? Ну вот как бы, то есть, вот же есть ROX 01. Зачем нужен Adamas? Но потом совместными усилиями мы посчитали, и у нас получилось, что, во-первых, начнем с того, что защита днища у него уже установлена по умолчанию идет, да? Итого получается 5000 стоит защита. Дальше доводчики дверей, еще 5, электроподножка, еще 5, уже 15 получается. Далее пневма. Пневма, ты говоришь, Но минимум 10. минимум 10, Минимум да, то есть итого 25, ну Да. там даже может 30 Так. даже взять. Но есть еще немаловажный пункт, это автопилот. То есть сейчас здесь они его улучшили, они поставили новые чипы, они добавили камер, и сейчас машина действительно по-другому себя ведет на дороге с автопилотом. А это еще. Назовем, что вот это удержание в полосе в России как раз-таки активно будет работать, и вы, российские пользователи, можете ее применять. То есть немаловажная фича. Да. Итого получается, что как бы экономия-то не такая и маленькая. Батарейка меньше. Батарейка меньше, да. нельзя. Но, как ты говоришь, что на экспорт у нас все идут Адамасы, все идут с большой батарейкой. На экспорт Адамасы идут... Нет, не я вот вчера сказал одно, сегодня получил другую информацию. Можно и заказать с маленькой батарейкой. Мгм. Но на экспорт цена даже с маленькой батарейкой, как и внутри Китая, она отдельная, и она выше на 55 тысяч юаней, нежели если покупать здесь, в Китае, непосредственно, и потом ждать 180 дней. То есть внутренняя цена Адамаса и Адамас на экспорт — две разные стоимости, абсолютно. То есть я могу сэкономить 60 тысяч юаней, если просто подожду 180 дней. Да, Если купить его здесь у официала, да.
подождать 180 дней и вывести. Да. Хорошо. В общем, мы разобрались, что в принципе есть резон покупать его, Адамас. Но есть ряд минусов, которые мы с Виталием, как владельцы Рокса 01, заметили. Это узконаправленный автомобиль, и я его отношу в категорию путешествия. Компактный автодом. Компактный автодом. Вот я так называю его. L8, L9, другая история. L8, L9 для Городские хороших кроссоверы. городских покатушек. Да. На этом же ты можешь и в городе, и за город. Сюда, конечно, да, это опрометчиво, но реально на серьезные испытания он может на себя принять. Может. L9, L8 никак не Да. может. И тогда, получается, кого-то в конкуренты тяжело найти. Тайшан тоже не тревелер. Если брать Денза, то туда же также не тревелер. То есть это один, он такой узконаправленный, один единственный. И это круто. Он, грубо говоря, без конкурентов. И вот нафига они сделали Адамас, попытавшись полезть в люкс? Ну, откровенно говоря, они попытались полезть в люкс. Да. Ну, и при этом же сделать непонятно вообще фигню под водителем. Ну, это же не кресло удобное, это табуретка. Она никак не комфортная. Ты должен сам ощущать люкс, когда ты сидишь за рулем этого автомобиля. Он большой, он классный. И ты должен развалиться и кайфовать. Ну вот в Тахо же не делают тебе табуретку. В Крузере не делают табуретку. Да ни в одном большом нормальном внедорожнике не ставят кресло у водителя в виде табуретки. В общем, друзья, напишите в комментариях то, что вы думаете про этот автомобиль. Чтобы вы выбрали Адамас или Рокс 01, ну, либо какую машину вы противопоставите ему в конкуренты. Возможно, мы что-то упустили, анализируя весь китайский рынок. А с вами, как всегда, была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. А мы пошли откапывать. Ну вот, а выгорели, а Адамас не выйдет.